Привет, дорогой друг! Как ты знаешь, я не только путешественник, но и тестировщик, то есть я занимаюсь непосредственно тестированием программного обеспечения, а также я обучаю тестированию программного обеспечения. И поэтому сегодня я хотел бы поделиться частью уроков с тобой, то есть чтобы просто ознакомиться, что это такое, с чем его едят, непосредственно самую-самую суть тестирования. Сегодня не будет самых базовых уроков, что такое тест-кейс, чек-лист и прочее, потому что все это можно изучить в рамках специального курса, который можно найти по ссылочке в описании. То есть там полноценный курс, можно купить его, кстати говоря, со скидкой. Также там другие полезные ссылочки будут добавляться в описании к видео. Сегодня будем говорить о самом базовом про тестирование, но также поговорим про программирование, потому что программирование и тестирование связаны очень-очень крепко. Поэтому поехали. Сегодня вот самые базовые основные уроки изучим, посмотрим, попробуешь, может быть, у себя на компьютере, потому что как бы это все хорошо просто прослушать, но еще лучше это попробовать изучить. Если есть какие-то вопросы в комментариях, прошу, пожалуйста. Вот. И если захочется купить полноценный курс, но не обязательно, опять же повторяюсь, это только как вот если появилось желание именно заниматься этой сферой полноценно, тогда можно купить курс и посмотреть все уроки, там все в рамках тренажера будет очень доступно рассказано. Погнали! Привет! Сегодня будем говорить про терминал и все, что с ним связано. Во-первых, что такое терминал? Терминал или командная строка — это способ взаимодействия с операционной системой с помощью набора команд. То есть вместо того, чтобы все нажимать с помощью графического интерфейса, что в принципе удобно, мы взаимодействуем с операционной системой с помощью команд. Команды дают нам гибкость, то есть набирая эти команды, мы можем быстренько сделать какие-то определенные операции и все. То есть мы делаем операции, нам показывают результат и все очень быстро происходит. Это нам удобно для последующей автоматизации процессов в том числе. Потому что можем написать список команд, которые мы хотим запустить, собрать их в так называемый скрипт, запустить его и все, скрипт выполняет определенные действия. В операционных системах Windows, Linux, macOS терминалы несколько разные. Особенно, конечно, если мы говорим про разницу терминала Linux и Windows, допустим. Потому что там у нас, значит, совсем другая система набора команд и прочее. Но, если вы хотите именно использовать команды Linux, я рекомендую вам использовать команды Linux в случае Windows, то для этого можно использовать такую опцию, как WSL. То есть WSL — это такая среда Linux, навернутая на Windows. Можете ее установить, и после этого у вас команды Linux будут работать в отдельном окошке. Например, команды для Ubuntu Linux. В случае с Mac все это уже встроено, и вы можете спокойно использовать команды Linux для Mac. Вообще разницы никакой нет. Все базовые команды те же самые. Там есть, конечно, разница, когда вы смотрите глубже, там именно связано с настройкой системы и прочее. Но все-таки это уже какие-то специальные такие вещи, которые мы в рамках текущей лекции рассуждать не будем. Вот. Так что вот, на Windows советуем поставить WSL. Инструкция в лекции также будет предоставлена. Либо поставить виртуальную машину Linux. Можно поставить виртуальную машину там, Linux, например, Ubuntu или какую-либо другую, то есть, которая вам нравится. И использовать терминал уже там. Как его открывать, там очень просто. Просто applications, терминал обычно там очень близко находится с этим понятием. Вот. Так что давайте посмотрим, какие у нас базовые команды есть. Итак, после того, как мы открываем терминал, вот он перед вами, такое черное окно с терминалом, да, что же нам показывается? Нам показывается в целом название пользователя, который у нас является здесь, и название машины, которая у нас, то есть текущего компьютера. Вот, то есть имя пользователя и собачка, и название машины, которой мы сейчас работаем, то есть нашего компьютера. Находимся мы сейчас в корне этого пользователя. То есть, видите, такая тильда нарисована. То есть, тильда означает это home directory, то есть домашняя директория текущего пользователя. Как мы посмотрим, что у нас здесь есть? Какие у нас, допустим, файлы есть или папки. Но прежде чем это посмотреть, давайте сначала узнаем, точно ли мы находимся в той директории, в которой мы находимся. То есть, ну просто чтобы проверить. Конечно, она уже указана, тильда, ну просто чтобы изучить команду, можно брать pwd. Нажимаем. Показывается текущая директория. Я нахожусь users daemon. Вот, мы находимся здесь. Естественно, мы хотим, наверное, посмотреть список файлов теперь в нашей директории. Да? То есть просто узнать, что там находится, и папок. Если мы наберем команду ls, такая простая, набираем Enter, нам покажется список текущих директорий на нашем компьютере, то есть, вернее, в этой конкретной папке. Вот. То есть все хорошо, мы узнали, но как-то не очень красиво все это выглядит, да, к тому же непонятно размер файла, какие-то еще вещи, параметры. Вот для этого можно использовать такую вещь, как параметризация. То есть, например, набираем, точнее, атрибуты. Вот. ls-la. Добавляем этот атрибуты, нажимаем и смотрим, видим уже более интересную картину. Да? Видим уже скрытые файлы, допустим, видите, с точечкой это скрытые файлы. Потом права на чтение, запись этих файлов слева видны. Потом разная информация, к какому типу пользователя относится наш юзер, то есть там администратор или нет. И да, вот я же говорю, скрытые файлы всякие разные.
И папки, естественно. Потому что для удобства просмотра скрытых файлов так вообще прекрасно подходит эта система. Вот. Так что вот, мы узнали, какие находятся у нас папки и файлы здесь. Давайте очистим это все, потому что я не люблю мусор в нашей директории. Кстати говоря, давайте проверим, какое сегодня число. Да? Хотелось бы узнать, где мы сейчас в этом мире. Для этого есть команда date. Набираем date. Узнаем, что находимся вот в этом пространстве находимся. Значит, 2 марта, 18:59. Хорошо. Стираем это все снова. Давайте теперь попробуем попрактиковаться с созданием файлов и папок. Вот нахожусь на моей домашней директории. Я хочу создать новую папку. Пускай она называться будет тест, к примеру. Да? Ну вот хочется мне тест. Я наберу так, mkdir и наберу тест. Пускай будет тест 1, к примеру, да? Чтобы так вот четненько было. Набираем Enter. Никакого ответа нет, потому что все уже произошло. Директория создана. Отлично, супер. Как же в нее перейти? Ну, казалось бы, там что-то сложное будет, но нет, ничего сложного нет. Просто команда cd и набираем тест 1. Мы перешли в директорию. Вот мы в ней находимся. Давайте посмотрим, какие файлы есть. ls. Ничего нет. То есть никаких файлов сейчас тут вообще нет. Хорошо, вы спросите, а что же нам можно с этими, как создать эти файлы? Как его взять и создать файл с помощью терминала вообще? Ну как это сделать? Да все просто. Для этого есть команда touch. Touch test.txt, например. Бах, нажали. ls. Видим его здесь. Все у нас есть. Как посмотреть содержимое файла? На самом деле весьма просто. Можно с помощью команды cat. Как кошечка. Набираем cat test.txt. Опа, ничего нет. Естественно, потому что мы только что его создали, да? Ну хорошо, давайте в него зайдем непосредственно и добавим какие-то информацию, да? Ну, можно использовать текстовый редактор. Можно в него зайти и таким образом произвести какие-то взаимодействия, добавить какие-то строчки и прочее. Но мы же айтишники, мы пытаемся это все упростить еще больше, чтобы не нужно было никуда заходить, даже в текстовый редактор. Давайте попробуем так и сделать. Для этого можно использовать команду echo. Например, с помощью команд echo мы можем взять и, к примеру, сказать ему testing the terminal, да, тестируем терминал. Вот. И с помощью вот таких вот штучек записать это все дело в файл test.txt. Пишем test.txt. Опа, мы записали это все дело. Шикарно, да? Давайте посмотрим содержимое теперь. Возвращаемся к команде cat. Кстати говоря, команда можно вот так вот пролистывать с помощью стрелочки. Это первое. Второе, можем использовать команду history. Если набирать команду history, он покажет список всех команд, которые вы до этого набирали. Вот. Теперь давайте зайдем, да, снова в cat.txt, пролистываем стрелочкой вверх, потому что мы уже набирали эту команду, набираем Enter. Видим, здесь написано testing the terminal. Шикарно, да? То есть мы с помощью простой команды, как вот здесь вот, да, взяли и записали что-то в текстовый файл. Хорошо, давайте напишем что-то другое. Вместо testing the terminal давайте напишем testing the terminal test 1, 2, 3, например, да? Наберем еще раз. И смотрим содержимое файла. Вот, видите, у нас набралось вот таким образом, то есть оно взяло то, что было, оно не затерло, оно добавило как еще одну строчку. А что, если мы хотим, к примеру, затереть содержимое? Вот, и нам кажется, давайте каждый раз, набирая команду echo, мы будем затирать содержимое файла. Вот. Ну, давайте посмотрим, что же будет, если мы возьмем да уберем вот одну буквально стрелочку. Нажимаем Enter, снова смотрим содержимое cat.txt. Смотрите, таким образом мы теперь уже переписали все, то есть каждый раз, когда мы набираем этот эхо, оно берет, затирает все, что в файле уже было, и заменяет. А прошлая команда она добавляла. Вот как это работает. Кстати говоря, команда эхо, она вот такая интересная. Можно набрать, допустим, эхо, к примеру, тест. Да, и вот тут же тест высвечивается. То есть команда echo сама по себе, она только сделана для того, чтобы выводить текст на экран. И все. Больше ничего, никакой другой функции у нее нет. И это здорово на самом-то деле. Вот. Хорошо, мы все создали. Теперь давайте подумаем, что мы можем сделать с этим всем. Ну, можем, например, удалить этот файл. Да? Как удалить файл? Можно зайти с помощью UI, то есть интерфейса, и удалить его в нашей оболочке. Да? А зачем это делать? Можно с помощью команды все это делать. Допустим, rm test.txt. Смотрим содержимое. Все, больше ничего нет. То есть таким образом, ребята, мы стерли все содержимое. Хорошо. Можно внутри этой директории создать еще одну директорию. mkdir, допустим, инженерка. Да? Инженерка. Хорошо. Вот у нас теперь есть. Высвечивается здесь. Здорово. Давайте сотрем немножко, чтобы не было мусора всякого. То есть вот у нас здесь есть. Что можем сделать? Давайте попробуем ее удалить.
Да? Хотя перед удалением давайте зайдем в нее еще раз. Идем инженерка. Кстати говоря, чтобы зайти в директорию, можно нажать табуляцию. И вот мы попали сюда. Зашли сюда. Как вернуться назад? На самом-то деле можно весьма просто вернуться. Можно нажать CD и две точечки таких. Опа, мы вернулись обратно в тест 1. Вернулись в прошлую директорию. Две точки и возвращаемся в прошлую директорию. Очень удобно. Чтобы вернуться на уровень вверх, да, мы используем эту команду. Мы хотим удалить директорию инженерка. Мы наберем rm-r. R это означает директория. Ну, кстати говоря, давайте попробуем сначала просто затереть без набора этого атрибута. Вот, она говорит нам, что инженерка is a directory. Вот, видите? То есть, поэтому мы не можем просто так взять и затереть это все. Поэтому давайте наберем так, rm-r. Таким образом мы его затираем, все, что здесь есть. Прекрасно. Все, ничего больше нет. Хорошо. Сейчас мы попробуем написать скрипт, то есть то, что запускается и производит какие-то определенные действия. Мы находимся в каталоге тест1, напоминаю. Давайте создадим скрипт. Пускай у нас будет скрипт какой? Touch. Для скрипта используем команду touch, чтобы создать новый файл. Да? Script.sh. Вы обратите внимание, sh. Вот это расширение здесь нужно для того, чтобы дать понять нашей системе, что это исполняемый файл. То есть это скрипт. Нажимаем Enter. Хорошо, создали его. Что можем с ним делать? Можем по старинке, как мы в прошлом случае набирали эхо и добавляли туда всю информацию, а можем использовать текстовый редактор. Одним из примеров текстовых редакторов является, например, v. Вот. И если мы наберем v-script.sh, заходим сюда, можем добавлять строчки сюда. Это простейший редактор вообще для Unix Linux систем, да, и здесь можно набирать наши команды. Чтобы работать с нашим редактором, нужно нажать одну штучку. Во-первых, да, если мы так попробуем сейчас навигацию куда-то сделать, ничего не получается, потому что он не в режиме редактирования, он только в режиме чтения. А файл этот пустой, поэтому читать нам бесполезно. Поэтому нужно нажать команду I, вот, иначе можем вводить текст. Первое, что мы хотим, чтобы наш скрипт сделал? Пускай он возьмет, напишет дату, date. Просто выведет дату текущую. Потом, что мы хотим сделать? Пускай он возьмет, да, создаст файл какой-нибудь, допустим, 22.txt, пускай так вот. Потом он возьмет, занесет информацию в этот файл какую-то, допустим, давайте, echo new file info from script. Так, здесь мы несем туда 22.txt. Что еще можно сделать? Да все, в общем-то, давайте на этом и остановимся. Давайте остановимся, нажимаем Escape, чтобы закончить редактирование, что мы говорим, типа, вот все, мы завершаем работу. Теперь, чтобы сохранить наш файл, нужно нажать Shift, потом двоеточие, две таких точки, вот вы видите на экране перед собой, да? Здесь написать W, потому что это запись, мы хотим записать этот файл, мы записываем его, и Q, то есть мы выходим из этого режима редактирования вообще и выходим из программы. Нужно набрать вот два вот этих атрибутика. Вот, да, и все, нажимаем Enter, мы вышли. Давайте посмотрим наш скрипт, ls. Смотрим ls, la, вот он, скрипт sh, да? Пробуем запускать его. Запуск производится с помощью вот такой команды. То есть точечка, потом слэш, и здесь пишем script.sh. Permission denied. Почему это происходит? Это происходит ровно потому, что у нас нет полномочия на запуск этого скрипта. Операционная система хочет получить определенное одобрение от пользователя, что как бы этот скрипт может быть запускаться. Да? То есть нужно сначала его одобрить. Ну, естественно, то же самое примерно, как происходит, когда запускаем Windows какую-то программу, которая требует доступ, да, к чему-то, к ресурсам. Спрашивают у вас, точно хотите, чтобы она имела доступ к этим ресурсам или нет? Или на телефоне, когда там доступ к контактам разрешить, запретить. То же самое с скриптом. Поэтому нужно ему разрешить эти полномочия. Для этого есть команда chmod. Несмотря на такое странное название, она выполняет именно эту функцию. Давайте сначала все сотрем. Пишем chmod плюс x, то есть, значит, x это дать executable, то есть запускаемый файл, наш скрипт, плюс x script.sh. Все. Ничего, опять же, не отзывается. Обычно, если все успешно, то ошибки нет. Следовательно, все. Программа, вернее, определенная команда выполнилась. Все. Дальше можем запускать. Как мы запускаем? То же самое, что мы делали в прошлый раз. Просто script.sh. Опа, выписалась дата. А то, что файл создался, мы, естественно, узнаем здесь вот, да? Вот, создался 22.txt. Заходим cat 22.txt. Ищем new file info from script.
Собственно говоря, вот все и произошло. Вынесла дату и создала нам определенную файл, можно было сказать директория, можно было что угодно, можно было несколько файлов прописать. Ну, в общем, смысл такой, что скрипт это вот автоматизированное действие, список автоматизированных действий, которые мы хотим, чтобы наша программа выполнила. И все. В общем-то так. Ребята, надеюсь, основные команды усвоили. И будет приятно очень, если вам это все понравилось, и в следующем будете использовать это в своей практике. А вы, скорее всего, используете будет, потому что скрипты и вообще навык скриптования, он очень важный. Вот. Это примерно мы будем плавно переходить к теме автоматизации вот отсюда. Просто чтобы знали, что вот скрипты это нужны именно для этих целей автоматизации запуска программ. И все. Спасибо за внимание. Пока. Здравствуйте, коллеги! Сегодня будем говорить про локализацию и интернационализацию тестирования, то есть I18N и L10N. Тема очень интересная, обширная, поэтому погнали. Итак, общая схема сегодняшнего разговора – это личный опыт локализации и интернационализации, потом какие существуют методы интернационализации, потом какое отличие все-таки I18N от L10N, потому что эти аббревиатуры будете часто видеть, очень часто в процессе тестирования и вообще в целом обсуждая всю эту систему переводов. Вот. Следующее – это ошибки при локализации, какие вообще ошибки случаются. И вообще это, думаю, будет вам весьма интересно подумать, обсудить и, может быть, что-то уложится в голове. Это же здорово. Итак, личный опыт. У меня личный опыт начался с того, что я переводил приложение Pathfinder. Pathfinder – это такой файловый менеджер для Mac, то есть для Macintosh. И это приложение сейчас может быть не столько востребовано, потому что сами файловые менеджеры уже не настолько нам нужны. И тем не менее, мой перевод заключался в том, что я локализовал огромное количество строк, именно технических строк и аббревиатур. И вообще говоря, это была весьма серьезная, кропотливая работа, потому что я еще тогда был не тестировщиком, я именно переводил строки, то есть брал, вводил новые строки, заменял старые, исправлял перевод другого переводчика, и это была такая муторная работа, я вам скажу, ребят, что я, наверное, не возьмусь за локализацию тестирования именно сейчас, потому что очень всего много приходится понять, перевести. И это вообще тема немножко далекая именно непосредственно от тестирования. Это скорее именно про перевод. Естественно, мы сегодня будем также это обсуждать. То есть я переводил этот файловый менеджер, я его перевел, сделал так, чтобы большинство строк выглядело по-человечески, но не все получилось по-человечески сделать, потому что очень много технических терминов в английском языке напрямую на русский не переводятся. И поэтому возникает следующая проблема. Либо строки получаются такие огромные, что вообще ужас, я считаю, либо еще какие-то проблемы возникают, либо просто непонятно, что я перевел вот по итогу, потому что английский термин вот такой, русский термин вот такой. Ну, извините, вот такая вот специфика русского языка, что такие термины у нас быстро не приживаются. А использовать какие-то корявые термины тоже не хочется, понимаете? Поэтому личный опыт локализации был такой интересный. Много денег я не заработал на этом, потому что это была первая работа в локализации, и тем не менее мне было самому интересно. То есть вот такой опыт. И приложение, в принципе, неплохое. Вот, осознал, в общем-то, я, насколько это все сложно, и тяжко, и муторно все это делать. И, в принципе, я получил здоровский опыт, я хочу сказать вам. То есть весьма интересно это было для меня лично. Итак, впоследствии, что этот опыт мне дал достичь, так скажем. Получил я работу в тестировании. Буквально через пару лет после вот этой вот интересной черты в моей биографии, как перевод этого приложения, да, я смог получить работу в тестировании, непосредственно в нем устроиться и стартануть. То есть, и я хочу вам сказать сразу, что это очень поможет вам в том числе, потому что у вас может быть какая-то другая сфера, в которой вы раньше работали, вы ее можете, эти знания, применить в текущей сфере, как вот тестирование, да, то есть изучив что-то в вашей прошлой сфере, поняв ее полностью, все азы, все, что с ней связано, можно перенести опыт на тестирование. И очень часто это помогает. Ну, к примеру, медицинская сфера. Очень многие специалисты нужны в медицинской сфере. Правильно? Правильно. Следовательно, если вы сможете применить опыт из медицинской сферы в тестирование, допустим, там тестирование приборов, устройств и прочее, то вот это все вам поможет. То же самое с локализацией. Мне это помогло потом понять все, так сказать, проблемы, с которыми сталкиваются переводчики продуктов. Это было очень интересно. Потом я получил несколько проектов на Upwork по локализации, тоже было интересно. Потом я начал замечать многие вещи, ошибки в других приложениях, которые, казалось бы, раньше я не замечал. Скажем так, корявые переводы, какие-то ошибки в формировании текста, какие-то ошибки в формировании форматов. В общем-то, интересно это все было, и этот опыт мне реально помог. Итак, дальше. Теперь поговорим, чем же отличается I18N от L10N. Ну, во-первых, нужно понимать, что это всего лишь аббревиатуры. Что такое I18N? Это Internationalization.
internationalization, в общем-то говоря. То есть, чтобы слово не писать полностью, они написали I18N. То есть интернационализация. И L10N, чтобы вы думали, конечно же, это локализация, то есть localization. И все. В общем-то, просто. Здесь просто указано количество символов между этими двумя буквами. Вот и вся разница. Нет, вернее, это не вся разница. Разницу мы сейчас обсудим. Итак, I18N – это именно процесс адаптации вашего приложения под другую культуру, другой язык и функционирование в других странах. То бишь, это не перевод самих строк, не вбивание в базу данных строк для конкретного языка. Это именно процесс адаптации вашего приложения под новые реалии, под другую страну, под другой регион, под другой город, не знаю, под все что угодно. То есть, это именно процесс адаптации под конкретную культуру и регион. А L10N, то бишь localization, это непосредственно сам процесс перевода строк. То есть вот есть строка, ее переводим, есть строка, переводим, есть предложение, его переводим. Есть огромные файлы по документации, то есть файлы помощи, да, все это тоже переводим. Это localization, то есть непосредственно сам процесс перевода. Сидят переводчики, вбивают эти строки, все это делают, и вот это именно сам процесс так называется. Весьма интересно, кстати говоря. Локализация отличается, конечно, от интернализации, потому что вот эту сферу больше как делают именно переводчики, в отличие от I18N, где тестировщики проверяют сам процесс адаптации системы. Но, естественно, тестировщик – это сфера, которая находится на перипетии всех специальностей технических, и вы увидите что-то из дизайна, что-то из программирования, что-то, естественно, из тестирования, что-то из локализации, что-то из интернационализации, что-то из даже системного администрирования. Все подряд. То есть тестирование – это мешанина всего вместе, и чем больше вы знаете вещей, естественно, тем больше вам будет помогать это впоследствии. Казалось бы, банально звучит, но так и есть. Поэтому с чем работает тестировщик непосредственно? В чем заключается наша сама задача, самая главная сущность? Тестировщик в основном работает с проверкой того, как именно определенные элементы интерфейса функционируют в приложении. То есть самое главное диалоги, насколько хорошо переведены диалоги, там, всплывающие окна, все это вот. Мы смотрим, как это все работает. Потом даты и валюта. Естественно, когда мы меняем язык приложения, скажем, с английского на русский, мы хотим в первую очередь убедиться, что, допустим, валюта переключилась на рубль у нас. И формат данных, допустим, если в Америке пишется сначала месяц, потом число, потом год, то в России, естественно, сначала пишется число, потом месяц, потом год. И вот все вот эти вещи конвертируются, да, то есть метрическая система или фаренгейты. То есть все это надо учитывать при именно интернационализации. То есть как тестировщик мы проверяем именно все эти основные вещи. Очень часто программисты все это не учитывают, очень часто, серьезно. Потом номера. Естественно, если мы говорим про какие-нибудь арабские цифры, там все другое, да, скажем так. Вот. Потом картинки и видео. То есть непосредственно картинки и видео тоже должны быть переведены. Это так кажется, что там перевели всего лишь текст, что-то сделали. На самом деле интернационализация – это вообще полностью перевод всей логики приложения на новый лад, на новый регион. И в том числе и картинки. Порой в каком-то смысле, например, одна картинка может быть неприемлема в другом контексте. Ну, скажем, что-нибудь касается религии, да, естественно, тема тонкая, и в одной культуре это нормально будет, в другой не очень. Поэтому вот и возникают всякие разные специфики. Особенно сейчас мир очень хрупкий, да, и поэтому как бы нужно учитывать все это вместе. Вот. И контент для рынка специфический. Ну, допустим, есть какие-то диалоги или какие-то законы, которые существуют в этой стране только, а в другой ее нет. Поэтому мы используем этот весь опыт, мы его перенимаем на наши разные аспекты приложения. Поэтому одно приложение в одном регионе может выглядеть так, а на другом иначе. Именно по этой причине одно и то же приложение, скажем так, одно и то же приложение в смысле функционирования, в смысле функционала, может в разных магазинах приложений помещаться, допустим. То есть само приложение, оно разное, но и одинаковое. В том смысле, что там просто поменены специальные вещи для конкретного региона, но сам функционал, он именно тот же самый. Это либо так достигается, либо приложение, оно одно для всех регионов, но там уже, поскачав это приложение, там что-то настраивается в самом приложении. То есть я к этому клоню, что будьте готовы к тому, что одно приложение может принимать очень разные формы. Вот. И вот в этом заключается интернационализация, то есть адаптация под конкретный регион. Основная проблема в том, что тестировщики
могут не знать, что находится на сервере. То есть мы работаем обычно с готовым продуктом, да, тестируем его, мы смотрим только то, что видно на лицевой стороне, то есть фронт-энд. Мы можем просто не знать, что находится на бэк-энде, ну просто вот не знать и все. И из-за этого возникает, естественно, проблема. Мы должны знать то, что находится на бэк-энде, без этого никак. И по идее, если нам не хватает какой-то информации, мы должны просить эту информацию от разработчиков, от продукт-менеджеров, чтобы понять, что нам нужно еще тестировать. То есть мы можем до конца не понимать. Я к чему клоню это все? К тому, что строки сами могут быть переведены не на клиенте, то есть не на нашей компьютере, на нашей машине, да, а на сервере, то есть удаленно. И мы должны знать всю специфику, что переведено у нас на фронт-энде, то бишь лицевой стороне приложения, допустим, HTML-страничка, да, а что у нас находится непосредственно на сервере, то бишь удаленно. Вот мы должны знать полностью и соотносить. Иногда перевод может быть сделан в одной части и совершенно забыт в другой. То есть мы должны учитывать всю картинку, понимать, что к чему. Вот. Очень важно. Сталкивался сам лично с этими проблемами и не раз. Подходы к локализации. Как вообще происходит процесс перевода приложения, да? Ну, на самом-то деле есть, как сказать, градация от самого простого к самому сложному, можно сказать, подходу перевода, да? Самый простой перевод — это непосредственно ввод данных в приложение. Вот. Можно просто внести это все в приложение, учесть разную специфику, то есть взять, открыть среду разработки, допустим, Android Studio, да, для Android, и внести все эти строки в наше приложение. И наше приложение уже будет адаптировано под разные языки. В чем проблема заключается? В том, что программисты часто это все не учитывают и не готовят приложение к тому, что оно будет локализовано. То есть, допустим, только английская версия появляется, и все. Вот они застряли в этом, и только строки на английском языке. То есть они хардкодят, то есть жесткое полностью встраивание строк в наш код. То есть если кнопка нажимается про программу, то вот она так и будет называться. То есть она не будет изначально адаптирована под возможность принятия разных версий. То есть для русского языка, скажем, для испанского, для итальянского. То есть может такой проблема быть, что программист просто это не учитывал. Это первый вариант. Если программист учел, что будет ввод данных в приложение, то это, в принципе, здорово. Но при этом подходе, конечно же, локализаторам нужно также понимать, что эти данные придется вводить непосредственно в приложение Android Studio, а это приложение, оно, скажем так, для нетехнического человека может быть весьма сложным. То есть тут уже идет некоторая коллаборация между программистом и переводчиками. То есть они работают примерно с одним объемом данных, с одним приложением, но это все нужно вот так вот вносить непосредственно в приложение. То есть поняли, да? Первая проблема, что программист может строки наши эти все не учитывать, что они будут впоследствии вводиться, то есть не адаптировать приложение для перевода, не подготовить его к интернационализации и локализации. Вот. А вторая проблема, что локализаторы могут не в курсе быть, как функционирует само приложение для наше, да, как вносить в него эти строки. То есть техническая часть тоже никто не отменял такую проблему. Потом, можно вводить данные в Excel файл. Ну, как это происходит? То есть вбиваются данные в Excel файл, туда все строки, вот название строки определенное и его перевод на все разные языки. Впоследствии я вам покажу скриншот как раз этого всего. Вот. И потом программист открывает Excel файл и сам же вручную все это вбивает в наше приложение. То есть вот такой еще вариант возможен. На мой взгляд, самый неудобный вариант, потому что программист всегда будет что-то забывать, какие-то проблемы будут возникать. Ну, то есть не самый правильный подход к этому всему. Потом, что у нас есть? У нас есть использование сторонних приложений. То есть можно взять стороннее приложение, допустим, Phrase App. В это приложение мы, допустим, вводим, локализатор вводит текст, вносится в приложение, ну, в смысле, в специальное приложение вносится текст, и потом по нажатии кнопки она автоматически переходит в наше приложение. То есть все эти данные перекачиваются и попадают в наше конечное приложение. То есть в Android Studio тоже, в среду разработки, где программист разрабатывает. Ну, допустим, Android Studio или Visual Studio Code, любая IDE, которая используется для разработки нашего приложения, то есть среда разработки. Вот. Также можно сделать автоматический импорт. Ну, скажем, вот такой подход использовался в том же самом Pathfinder приложении, которое я занимался, да. То есть там саму систему ввода строк предусмотрели в своем приложении, и прямо в приложении я мог выбрать, вот, перевести строку, переводил. То есть я занимался переводом непосредственно в самом приложении, и оно сразу в него вносилось. То есть вот такая возможность была редакции в самом приложении, и потом, естественно, программист проверял, к примеру, что вот эти строки переведены. Программист, естественно, не знает, как он правильно перевести, он просто будет вносить эти строки. Он говорит, окей, все, вношу это в приложение, вношу в правку и поехали, все. И таким образом добавляет. То есть разные вариации, как добавлять что-то в приложение, да. Но конечный итог одинаковый. Приложение должно быть готово к этим строкам, то есть оно должно работать с разными строками.
Должна быть какая-то система, то есть либо экселевская таблица, либо текстовый файл, не дай бог, конечно. Вот. Либо еще как-то вот можно иначе сделать, в том числе стороннее приложение использовать, которое позволяет вам непосредственно конвертировать с формата, так сказать, работы нашего локализатора в формат работы программиста, то бишь в конечное приложение перевести. Надеюсь, это понятно. Идем дальше. Потом, непосредственно ввод данных приложения выглядит вот примерно так. То есть вот есть наше приложение на Android, например, и у нас есть папочка, там, куда складываются все значения наших строк. То есть вот эти строки туда просто вносятся. А потом уже само приложение, когда запускается, там внутри происходит вот название строки, скажем, какой-нибудь Enter button, вот чего-то, да, и вот идет подводка к нему, что эта, значит, кнопка отвечает за вот чего-либо, или логин, допустим, в нашу формочку, или логин button, равно, и там написано разные языки. То есть логин, кнопка, вернее, поле ввода для логина, вот разные значения принимает. Таким образом производится вот непосредственно вот данных самого приложения. Вот как это все это выглядит. Смотрите, Action Settings, допустим, и вот на испанский перевод, да, разные вариации на всякие языки перевод. Movies, Books, и все эти вот на два языка переведены. Ну, в этом случае тут у нас переведены лишь английский и испанский, то есть язык по умолчанию английский и потом испанский. Ну, можно расширить на огромное количество языков. Вот. Далее, Excel таблицы. Ну, вот выглядит все это вот так вот. На самом-то деле весьма ужасно, как по мне. Потому что видите, что все пестрит, все непонятно, как изменения какие-то определенные замечать. Скажем, как вот вы решили поменять какое-то поле, да, скажем, поле, которое занимается, ну, например, вот какое, самое первое, pricing head. Это выбор тарифного плана, к примеру, да. И здесь у нас получается, что вот вы решили его переименовать. И вы переименовали только для, ну, скажем, корейского языка. Вот второй язык там корейский. А что другие языки? Откуда не знаю, что вы это перевели? Вы что, должны письма рассылать всем, что сделан перевод? Ну, как бы не очень хорошо. А вот если это все будет сделано в стороннем приложении, или же с помощью, вот опять же, приложения того же Android Studio или специальной IDE, то это все будет гораздо лучше отображаться. Ну, то есть таблица Excel это самый последний случай, когда хочется сэкономить, но скупой платит дважды, естественно. Специализированное приложение, вот то, что я сказал. То есть вот есть Phrase App, мы в нем берем перевод, делаем, все вносится, там идет общение прямо в этом же приложении, то есть можно общаться одни переводчики с другими. То есть, например, переводчик итальянского языка общаться с переводчиком корейского языка, к примеру, вот здесь в этом приложении. Все, пошло-поехало, перевели, отправили, потом программист одобряет изменения эти или не одобряет, и все, и потом идет приложение. Вот. То есть вот такая вот более-менее структурированная работа. Процесс локализации выглядит примерно так. То есть внесение строк в систему перевода, потом проверка локализаторами строк, потому что очень хорошо и правильно, чтобы локализаторы проверили все эти строки, потому что мало ли что. Может быть, что-то будет некорректно написано, какие-то еще ошибки будут, ну вот нужно все это проверить. Потом интеграция этих строк в наше готовое приложение, то есть вот интегрировали, как вы сказали, в наше приложение, что все хорошо работает. И повторение локализации. То есть, если какую-то строчку новую добавили в приложение или новое поле, новую кнопку, все нужно, естественно, перевести. И, естественно, у нас на последнем этапе, конечно же, есть тестировщик, который проверяет эту локализацию. Он должен знать, быть в курсе, что переведено, чтобы это своевременно проверить. То есть, это очень важно. Без этого никак, ребят. То есть вот такой цикл, и казалось бы, одна строчка, одну кнопочку добавили, там, ну буквально одну, а вот насколько процесс этот затянуться может, сколько разных этапов может получиться. И самый последний этап, конечно, программист должен все это внести, а программист тоже может забыть. Ну то есть разные всякие, может быть, проблемы возникать в процессе перевода. И да, они и возникают, собственно говоря, это мы все живые люди, поэтому, к сожалению, все это бывает. Вот. Какие основные ошибки, ребят, вообще, в принципе, в переводе? Вот говоря про локализацию тестирования, какие основные ошибки? Это отсутствие опыта и контекста у переводчиков. То есть переводчик может просто не знать, как эта кнопка правильно переводится. Допустим, он всю жизнь переводил какую-то кнопку в одном контексте. Ну, допустим, он не знаком с айтишкой никак, то есть не понимает, как это все делается. Он берет, переводит, как вот, допустим, ему хочется. И это очень большая проблема. Не знаешь контекст, не лезь. Поэтому нужно нанимать переводчиков, которые хотя бы использовали приложение, понимают, что оно делает. Если этого не будет, будет лажа. Вот. Неправильный перевод справа налево. Нужно учитывать, что есть языки, допустим, иврит или арабский, где весь интерфейс приложения переворачивается вот так вот. И читают, естественно, не слева направо, а справа налево. И здесь возникает вот такая вот проблемка, что перевод мог быть неправильный. Либо картинки не перевернуты, либо еще что-то, либо цифры там не сделаны правильно. То есть, допустим, арабский, да?
либо какие-то еще ошибки возникают. То есть вот такая проблема. Да, увы. Нужно понимать и учитывать. И программисты часто забывают вообще про это все. И, допустим, вот RTL, то есть right to left, часто они забывают локализовать, увы. Но наша задача тестировщиков все это вловить, указывать, что вот есть такая проблема, и помогать, собственно говоря. Иногда тестировщики помогают локализаторам, допустим, если мы знаем какой-то язык, допустим, мы тестировщики можем работать в какой-то большой компании, интернациональная, так сказать, среда, разные люди с разных бэкграундов, и вот они могут что-то, допустим, подсказать. Допустим, я тоже вот как бы работал в американской компании, да, и я, естественно, мог подсказать что-то в переводе на русский язык, как нужно перевести что-то, да. Естественно, если я так считал, то я мог обратиться к локализаторам, они могли мне сказать мне ответ. Вот, Дмитрий, вот мы считаем так, или они могут согласиться со мной, а могут не согласиться. То есть я один раз отправил грамматическую ошибку, сказал, там ошибка грамматическая, оказалось, что это не ошибка. Я такой, ошибся. Бывает такое, что все ошибаются. Вот. Следующее, это программисты, которые не знают особенности локализации, но это очень большая проблема, особенно программисты вот в североамериканском рынке, да, которые в принципе никогда не сталкивались с другими языками, и для них это сложно понять, как приложение может работать в другом языке. Как если я сделал кнопочку, допустим, ОК, то как ее, почему вот именно, почему я должен ее расширять, адаптировать для других языков, эту кнопочку, да, если я говорю вот только так. И приходится им объяснять, почему, как это сделать, грубо говоря, ну, в общем, приходится с ними дискутировать на эту тему. Да, всякие разные казусы возникают. То есть очень важно, чтобы программист в этой теме разбирался. Отсутствие поддержки в бэкэнд тоже большая проблема. Может такое быть, что, допустим, на бэкэнде вообще никогда не предусмотрено было, то есть на сервере, возможность локализации. Он вот работал с одним языком всегда и работал. И тут вы говорите, а вот где там русский язык, а где испанский язык, а итальянский. И тут такая проблема возникает, что люди-то не рассчитывали на это все. Думали, вот ну как. Оказалось, что вот так. Естественно, с датами, с форматами, я уж молчу, столько всяких историй, когда приложение просто не работает в этих системах. То есть при переключении, скажем, формата даты, он неправильно функционирует, ну, что-то не так показывает. Вплоть до того, что приложение может полностью развалиться. Оно может показывать ошибки или вообще неправильно работать. Учитывайте это тоже. Хардкодинг строк в код. То есть можно просто внести в строки какой-то кода прямо в само приложение и без перевода, и не рассчитывать на локализаторов. То есть неправильный дизайн приложения. Вот. И это тоже большая проблема, к сожалению, имеет место быть. Так что вот, учитывайте все это дело, очень важно. Выводы. Какие основные выводы? Подводя итоги всего нашего дискуса, локализации нужно изначально добавлять в проект, обязательно. То есть, если есть планирование того, что будут разные языки, лучше всего добавить эту возможность изначально. То есть, не как-то потом адаптировать, переделывать. Лучше сразу добавить. Естественно, нужно на это давить менеджерам, программистам, чтобы вот не забыть, что мы будем наше приложение, к примеру, планируем перевести на другой язык какой-то. Нужно учитывать все это дело. Потом нельзя забывать про особенности RTL перевода, то есть right to left, то есть когда мы справа налево пишем, очень многие программисты, к сожалению, не учитывают это все. Там вплоть до того доходит, что нужно весь дизайн приложения менять из-за того, что изначально все это было не рассчитано. И, естественно, нужно знать, дополнительный пункт здесь я хочу добавить сразу, что конечно же, нужно изначально планировать, какие у нас будут поля для строк, для диалогов, для всего-всего-всего. То есть насколько мы сильно будем расширять наши диалоги, кнопки, то есть насколько вот лимит. Потому что есть языки специфические, например, конечно же, русский, немецкий, где очень огромные слова могут быть при переводе появляться, да, и поэтому нужно адаптировать изначально все правильно. То есть это крайне важно. Потом, важное знание переводчиком контекста перевода. То есть переводчик не может переводить, не зная контекста. Это грубая ошибка, которая приводит к фатальным последствиям. Потом приходится все переделать в другой команде или увольнять этого переводчика. В общем-то, целое дело происходит. Нужно знать контекст. Хотя бы не знаю, на 80%. Если там что-то не понял, ладно, уж приходится исправлять, но что поделаешь. Потом, использование кода региона, а не только языка. Ну, английский, да, он может быть, допустим, у нас в Австралии, в Великобритании, в Соединенных Штатах, в общем, в разных регионах, да, и там тоже разные форматы, даты могут быть, там, вождение по левой полосу, по правой полосу, да, то есть немножко разные праворульное движение, вернее, леворульное движение, да, то есть разные вот такие контексты есть, и поэтому нужно знать, и законы тоже во всех этих странах, хоть они на одном языке говорят, они же разные, и могут быть кардинально разные, вот, поэтому важно понимать, что все-таки зависит от языка, от региона и от конкретной локации, еще от конкретного города еще может зависеть в том числе, понимаете, то есть вот так вот все.
кажется сложно, и нам, как тестировщикам, нужно всецело вникать в весь процесс тестирования. То есть не просто абы как смотреть на эту локализацию как что-то такое, знаете, чужое. Просто думать, вот локализация, где-то она есть. Нет, нужно вникать в сам процесс с самого начала. И желательно еще, если вы знаете другие языки, испанский, итальянский, допустим, да, японский, не знаю, какие-то китайские, это все сразу идет в плюс. То есть понимание других языков всегда вот вам в огромный плюс идет. И, кстати, часто смотрите вакансии по тестированию, если видите там дополнительные языки, вам это сильно поможет. Здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать на урок по веб-тестированию. Думаю, что он будет вам очень интересен, даст общее представление, что же такое веб-тестирование, позволит вам понять, что вы должны тестировать как тестировщик каждый день, потому что, скорее всего, будете участвовать в проекте, который будет тестировать веб-приложение, и поймете общий контекст, да, какие еще типы приложений также есть. Ну, говоря в целом и общем, конечно же, есть мобильные приложения, которые установите на себя на телефон непосредственно, есть настольные приложения, которые установите на компьютер, это Windows, либо macOS, либо Linux. Но веб-приложения, они могут в том числе запускаться практически на всем. В этом их универсальность. То есть практически на любых устройствах все, что вы видите вокруг, это, скорее всего, веб-приложение. То есть можно открыть веб-браузер на телефоне, открыть там приложение вебовское, и вот вы с ним уже работаете или вы его уже тестируете. Поэтому веб-тестирование, оно везде, повсюду, повсеместно. Давайте перейдем к нему. На чем строится веб-приложение? Веб-приложение, нужно понимать, что это очень комплексная структура нынче. Когда мы говорим про веб-приложение, это значит два аспекта, точнее две системы. Первое это фронт-энд, то есть то бишь то, что отображается у вас в браузере на компьютере, то есть все, что вы видите, это фронт-энд. То есть лицевая часть, клиентская часть, то, что пользователь видит перед собой непосредственно. И бэкэнд, то бишь серверная часть, та, что находится далеко на сервере. Как обычно, логику приложения, самую основную базовую, где производятся все расчеты, все операции, это, скажем, транзакции, оплата, все связано с такой очень сложной логикой, которая работает с базами данных и прочим, все это производится на бэкэнде, то есть там на серверной части. Потому что мощности серверной позволяет гораздо лучше это делать, расчеты на клиентской части лучше не делать, потому что в целях безопасности, мало ли что там на компьютере у человека стоит установлено, да, что может произойти. Поэтому, говоря про это, да, на серверной части в основном все происходят у нас расчеты. И все функции выполняются, вся бизнес-логика, скажем так. А фронт-энд, то бишь то, что выполняется у вас в браузере, у вас на компьютере, и все эти расчеты, которые выполняются чисто вот на клиентской части. Она строится на трех китах. Веб-приложение состоит из таких вот компонентов. Самое первое – это HTML, это язык разметки. Второе – это JavaScript, это язык программирования, на котором пишется лицевая часть, там всякие менюшки, анимации, переходы с одной страницы на другую. Все это делается с помощью JavaScript. То есть это такой универсальный язык сейчас. Я думаю, что самый распространенный, естественно, особенно веб-программирование, так как конкурентов ему практически нет. Столько всего за много лет написали для JavaScript, библиотек всяких разных, да, и всяких дополнений, что нет смысла ему ни с кем больше конкурировать. И CSS. CSS это дополнение к HTML, кстати. HTML это просто то, что выводится на экран, но CSS позволяет это все улучшить, оформить, допустим, добавить фон какой-то, добавить какое-то особенное оформление. То есть такая настройка над HTML. То есть дополняет HTML, чтобы оно прям совсем уже полный пакет был. Вот. И говоря про HTML, это язык разметки, и выглядит он примерно так. То есть любая самая базовая страница имеет в себе компоненты HTML языка. Ну, как всегда, начинается он с самого главного тега. Обычно это парные теги, то есть HTML означает парные теги. HTML открывается, и заметьте, что HTML всегда в конце концов закрывается. То есть открывается скобка HTML, потом то же самое нужно закрыть его. То есть слэш и HTML должен закрываться. И все теги действуют по этому принципу, кроме нескольких тегов, ну, например, тега AMG, то есть то, что отвечает за картинку. Это язык разметки, в нем нет никакой логики, в том плане, что он не запрограммирована логика перехода от одного к другому, то есть это вот просто язык именно размечает что-то, без именно функционала, то есть функционала в нем нет, поймите это, пожалуйста. То есть у нас есть здесь HTML тег, потом head это голова сайта, самое базовое, то, что башка сайта, да, в котором, допустим, у нас пишется название сайта, например, страница, например, в этом случае, потом body это тело страницы, то есть там мы пишем либо заголовок, либо параграфы, либо картинки вставляем. Вот в body основная часть сайта идет. Ну, это как правило. Сейчас, конечно же, может быть все это меняться, переконфигурируется, но самый простой пример вот HTML страницы выглядит вот так вот.
То есть вот такие вот теги, самые базовые. Если посмотреть, если запустить эту страничку, у вас откроется простейший сайт, в котором написано заголовок страницы, это абзац текста и картинка определенная, которая находится у вас в той же директории, где этот HTML-файл. Вот, то есть вот это вот HTML, язык разметки веб-страниц. Следующий наш параметр – это CSS. Так вот, CSS позволяет нам показать, каким именно образом те компоненты, которые уже указаны в HTML, будут отрисовываться. Ну, например, каким образом будет выглядеть H1. То есть H1 – это заголовок сайта. И вот мы можем сказать, что, допустим, будет синего цвета, с таким-то размером, с таким-то определенным шрифтом. То есть определяем, каким образом будет отображаться. А P – это параграф. Вот, допустим, параграф написано, что цвет зеленый и отступ от левого края. Сколько? 20 пикселей, то есть в пикселях указывается. То есть вот таким образом мы оформляем нашу страничку, используя HTML и CSS. Естественно, в HTML должна быть указана ссылочка на CSS-файлик, который должен быть либо в этой директории, либо в другой папке, да, но тоже должен быть указан полный путь, где он все находится. Вот, это все касается разметки, как страница выглядит. Естественно, у нас есть также JavaScript. JavaScript – это движок, вот, двигатель сайта, то есть на нем все вот прямо так вот работает, тарахтит. Если нет JavaScript, нет вообще ничего красивого, нет никакой логики в странице, потому что оно будет, не будет выполнять весь функционал в полной мере. Я хочу сказать отступление, что из детства помню, как учил JavaScript, в том плане, что пытался понять, как он работает, добавляя на странички, которые написал свои простейшие, всякие разные эффекты. Допустим, на страничку с текстом добавлял снежок сверху, там сыпался какой-то снежок, рассыпался, я читал, как это все делается. На самом деле, очень мне казалось это все сложно, когда будучи ребенком, да. Сейчас, конечно же, разработка упростилась, много всего добавилось, библиотек всяких разных, которые все это дело упрощают. Но вот тогда это было особенно интересно, когда изучать JavaScript в плане того, что украшать сайт, именно делать какую-то логику, функционал, там снежок падает, какие-то там кнопки с одного места в другое передвигаются, уходят, уезжают. В общем, было это интересно весьма. И теперь говорим об инструментах разработчиков в браузере, какие они есть. Чтобы к этому перейти, давайте непосредственно перейдем в браузер, и там будем смотреть. Итак, открываем наш браузер. У нас здесь находится сайт, который называется SourceDemo. SourceDemo – это пример такого магазинчика, интернет-магазина, скажем так. И, мне кажется, для примера он отлично подходит. Потому что он тестовый, в нем легко посмотреть, как он все функционирует. Он, в принципе, весьма интересен для наших целей тестирования. И его можно, в принципе, и протестировать. Смотрите, вот стандартный вход в интернет-магазин. Есть имя пользователя, есть пароль, есть кнопка «Логин». Три основных элемента, да. Ну, естественно, также оформление, которое сделано с помощью CSS, и указаны, какие у него имеются имя пользователя доступные и пароль. Хорошо. Как мы посмотрим, что находится внутри страницы? Мы можем инспектировать разными способами. Допустим, если нажмем кнопку View в браузере, в данном случае это браузер Chrome, который, скорее всего, будете использовать для тестирования сайтов. Нажимаем кнопку View, потом Developer. У вас, естественно, если по-русски это будет иначе называться. Расположение такое же будет. И кнопка View Source, то есть посмотреть исходный код. Нажимаем View Source и можем видеть исходный код сайта. То есть, как видим, HTML-теги. Кнопка есть Line Wrap, которая позволяет нам это перенести построчно. Как мы видим, здесь есть HTML, потом ссылка куда вот на иконки разнообразные, потом непосредственно JS файла, .js. Это именно то, что отвечает за логику сайта. Эта вся каша, она выглядит вот таким вот образом. Кажется, все здесь нелогично, но поймите, что постепенно вы будете понимать, что к чему. То есть это вот такая вот более-менее сложная структура здесь указана, но так или иначе все ее можно понять. Вот. И давайте непосредственно посмотрим, что мы можем с этим делать. Ну, к примеру, вот у нас есть элемент username. Если мы нажмем на него правой кнопкой и нажмем кнопочку «Инспектировать», мы увидим некоторые параметры. То есть вот мы видим название input error form input, название класса, который находится потом. У нас есть ID, самое главное, для тестировщиков у нас будет ID и name, допустим, да. ID написано user-name и name user-name тоже. То есть эти поля, точнее эти локаторы идентифицируют название объекта в дереве HTML. То есть в дереве HTML можно видеть, как называются эти объекты. Потом их в дальнейшем мы будем использовать в наших автотестах. Это реально интересно, поэтому вот для нас, как тестировщиков, важно знать, как найти определенный элемент на странице. Иногда это бывает муторно, сложно, но в дальнейшем при наших лекциях по автоматизации будем это все разбирать. Вот. И, кстати говоря, CSS.
Между прочим, CSS оформление вот здесь тоже указано, что к чему, чтобы просто понимать, как оно работает, да? Далее, если мы перемещаемся на password, нажимаем Inspect, оно переходит на password. Вот у нас есть то же самое. Смотрите, название password и ID тоже password. Вот. И класс название класса input error form input. Пока что вам не нужно знать, что это к чему. Ну, я это все говорю ровным счетом к тому, что у каждого элемента есть свой локатор, есть свой идентификатор. То же самое с кнопкой логин. Если мы нажмем здесь и посмотрим Inspect, мы увидим, что он из себя представляет. Логин button. Вот. И таким образом мы проинспектировали страницу и поняли, что к чему. Давайте залогинимся в эту страницу и посмотрим. Ну, прежде всего, давайте попробуем ввести неправильный пароль. Давайте посмотрим, что из этого будет. Перед этим мы зайдем и изучим еще одну вещь, которая называется консоль. Что такое консоль? Вот у нас здесь находится. Консоль – это журнал всех действий, которые произошли на нашем сайте, что, в общем-то, очень важно для тестировщиков, для программистов при отладке и написании сайтов. То есть мы знаем точно, что происходит, шаг по шагу, что происходит на нашей страничке. Да? Закрою ненужное здесь. Если мы напишем, допустим, какой-нибудь неправильный пароль, и здесь логин и пароль неверный, нажмем кнопку логин, вот у нас вылезла ошибочка здесь, set face. Ну, к сожалению, да, пожалуйста, вот написано, что в журнале написано, что вот произошла проблема, что-то не сработало. То есть вот у нас как раз-таки красные ошибки полезли. То, что что-то пошло неправильно. То есть не получается залогиниться на сайт, не срабатывает. И здесь указан непосредственно код ошибки. Видите, вот я несколько раз нажал, и каждый раз оно отображает, что у нас неправильно. Потом можно сделать скриншот. Если это происходит по причине какой-то другой, допустим, сейчас понятно, что мы вводим неправильный после пароль, но если правильный вводим, это происходит, можно делать скриншот, скопировать это все дело и указать в баге, написать наш баг-отчет по этому, что происходит. И видите, на error fail 503, service unavailable. 503 это код ошибки, который происходит. Можем сейчас зайти на сайт и посмотреть, как у нас что работает. Standard user. И какой у нас тут пароль? Secret sauce. Секретный соус. Давайте зайдем. Все, мы зашли в инвентарь. Кстати говоря, Chrome сразу же жалуется, что очень такой простой пароль, что, в принципе, логично, уже очень простой. Вот. При нажатии всех операций здесь тоже должно быть отображаться в консоли, что происходит. Сейчас оно не показывается, но вот, допустим, если перейти на вкладку «Сеть», «Network», то здесь можно отсматривать, что происходит, какие вещи. Но, судя по всему, это приложение не особо работает именно с сетью, потому что оно у нас сейчас работает именно локально. То есть мы загрузили эту страницу, и видите, здесь у нас не происходит особенно много отправки на сервер. И тем не менее, здесь можем посмотреть в этой вкладке Network, что, видите, он загружает всякие разные картинки. Допустим, мы открываем здесь, вот оно загрузило, еще какую-то картиночку подгрузило. Потом вернемся, здесь посмотрим тоже, что произошло здесь. При нажатии на кнопку ничего особенного не происходит, сетевого запроса нет. Но при открытии, вот видите, там что-то прогружается. И причем, смотрите, это указывается наша первая ошибка при входе. Да, мы когда указывали неправильный пароль, тоже все указывается, что не прогрузилось. То есть указывается путь к нашим всем элементам, ресурсам на сайте. То есть таким образом можем смотреть. И при открытии всех страниц. Ну, видите, сейчас просто нет особенных сетевых запросов, поэтому так происходит. При логаут тоже ничего не указало, да? Ну, в общем, таким-то образом оно работает. Можно, по идее, в идеале, когда сайт именно обращается, работает с сетью активно, все можно инспектировать и смотреть здесь. Но так как это тестовый сайт, здесь, видите, ничего такого особенно не происходит. Вот. Таким образом, мы изучили, что такое элементы. Кстати говоря, видите, здесь есть открытие элемента, здесь у нас в более красивом виде все изложено, нежели чем когда я открывал page source, то есть исходный код. Вот. Можно здесь открыть, посмотреть, свернуть и разобрать все на теги. Вот. И смотрите, да, вот скрипт, JS, JavaScript здесь указаны, где они находятся. Таким образом, мы разобрали, как работает веб-страница, как мы можем ее примерно тестировать, начинать, да? И возникает вопрос, как писать тест-кейсы к подобной странице. Давайте вкратце просто поговорим про тест-кейсы, конкретные сценарии для нашей страницы. Вот у меня заготовочка есть. Тестовый сценарий на вход, допустим. Смотрите. Загрузка успешна, оформление правильно отображается. Ввод правильных данных в поле логин, ввод неправильных данных в логин. То есть вот разные какие сценарии можно прописать. Это чек-лист. То есть таким образом мы оформляем наш чек-лист по каждой странице нашего сайта. В данном случае это по странице входа.
по главной странице, вот на здесь, мы отображаем другие, допустим, тест-кейсы. Я оформляю это все в Google документах. Можете в любой удобной программе для вас это все оформлять. Как правило, когда вы приходите в новую команду, вам, естественно, будут представляться какие-то специальные утилиты для написания тест-кейсов. Вот, а потом баг-отчетов. О баг-отчетах мы позже поговорим еще. Смотрите, то есть у меня тут разбито по вкладкам, и каждая страница я пишу именно чек-лист по каждому пункту. То есть про добавление товаров, про убирание товаров, про еще какие-то сценарии, которые не совсем логичные, совсем правильные. Как вы помните, у нас бывают позитивные сценарии и негативные сценарии. Позитивно то, что мы ожидаем от пользователя, и негативно то, что мы не ожидаем. То, что может сделать что-то нестандартное. И мы должны все эти случаи отрабатывать и правильным образом, соответственно, реагировать на это все. Вот описание товаров, корзина, заказ и прочее, прочее. То есть можно определенным образом все это дело оформить. Здесь уже, конечно, можно сказать, ваше творчество. Вот, я обычно выполняю это, описываю так. Вот, то есть я пишу тестовый сценарий здесь, а потом результат выполнения. Либо минус, если не получилось, да, либо плюсик, если все получилось, все отработало. То есть могу таким образом оформить. Вот таким образом я работаю именно вот с тестированием сайтом стандартно. То есть зачастую, придя в новую команду, у вас не будет никаких тестовых сценариев, нужно будет все с нуля написать, вот я пишу с нуля. Если же вы приходите в команду, все эти сценарии у вас уже есть, скорее всего, будете дополнять существующие или просто выполнять их все и тестировать непосредственно, да. То есть все у вас должно уже быть вот таким образом построено, чтобы выстроить работу в тестировании правильно. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Мы не будем трогать автоматизацию сегодня, потому что автоматизация – это отдельная обширная тема. Сегодня мы лишь поговорили о том, как тестировать непосредственно наши сайты. То есть важно помнить, что есть всегда консоль, где можно смотреть, что происходит с сайтом, что плохое, что хорошее. У нас есть локаторы, то есть каждый элемент на странице – это локатор, в котором можно смотреть, что происходит, да. Ну, то есть мы просто знаем, где что находится на нашей странице, которую последующую будем использовать для автоматизации, потому что нам находить объекты, с ними взаимодействовать. Вот для автоматизации как раз это все нужно. Вот. Есть вкладка «Сеть», в которой можно посмотреть, что по сети происходит у нас, и вкладка с элементами, где непосредственно указаны все элементы на нашей странице. Также есть различные плагины, которые можно поставить у себя в Chrome, в магазине Chrome Web Store, и там можно поставить дополнительные функции, дополнительные плагины для отладки наших страниц. То есть очень удобно. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать в рамках этого урока. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Скоро увидимся. Коллеги, сегодняшняя лекция у нас лекция по непосредственно программированию на Java. До этого мы с вами говорили про командную строку, как писать простые скрипты. Также мы говорили про веб-тестирование, как его применять, что с ним делать. Ну вот сегодня настала пора непосредственно писать программы. Притом мы еще не будем непосредственно автоматизировать веб-страницы, да? Не будем этого делать. Пока что мы будем начинать непосредственно с азов программирования. Вот, я думаю, что тем, кто не программировал никогда, это будет крайне полезно. Тем более, что мы будем программировать на Java, язык востребованный, очень интересный. Также мы начнем говорить о концептах объектно-ориентированного программирования. Вот, и как мы можем их применить впоследствии в автоматизации тестирования. То есть, думаю, будет очень интересно, поэтому поехали потихонечку. Итак, для того, чтобы программировать, вам необходим какой-то из инструментов, то есть среда разработки. Разные среды разработки бывают, но в нашем конкретном случае я рекомендую установить IntelliJ IDEA от JetBrains. То есть, вот непосредственно ссылка, можете скачать. Будьте внимательны, скачайте именно вот эту вот версию IntelliJ IDEA Community Edition. Почему? Потому что это бесплатная версия, и нам ее с головой хватит, а это вот платная версия, которая как бы не особо нам и нужна. Вот. Выбирайте, конечно, платформу, чтобы правильная платформа была, то есть Windows, допустим, у вас или Mac, или Linux, что вот из этих платформ у вас есть, непосредственно под нее устанавливайте. Вот. Вы ее скачали, установили, установщик очень простой, все, в общем-то, просто по инструкции делаете. Далее мы запускаем эту программу. Вот я ее запускаю. У нас возникает окошко, спрашивает, как мы хотим создавать проект. То есть, что мы хотим делать, собственно говоря, в общем-то. Вот. У меня тут уже несколько проектов есть, потому что я с несколькими работал. Поэтому давайте создадим новый проект. New Project. Как мы назовем наш проект? Ну, назовем его просто Programming Java. У меня он на рабочий стол сохраняется, хорошо. Выбираем язык программирования Java, конечно же. Build System, оставим Gradle, это среда сборки, нам как бы сейчас она не особо интересует, мы просто говорим о основах программирования, потому что
Потом все оставляйте по умолчанию. JDK — это непосредственно Java машина, где находится Java машина, которая непосредственно запускает наши программы в Java, потому что мы пишем программы, и в чем-то нужно запускать. Как бы нужна специальная система, которая установлена на вашей компьютере. То есть называется JDK. Вот. И, собственно, у меня установлена 19 версия, Zoho-19. Вот. У вас тоже должна быть установлена какая-то из версий. Если не установлена, можно в выборке здесь нажать кнопку Add SDK. Вот. И у вас там будет, соответственно, инструкция, где скачать, что с ним делать. В общем-то, вам среда разработки подскажет, как это установить. Если что, есть проблемы, возникают, естественно, все можно спросить, узнать, как это делается. Вот. Далее нажимаем Create. Создалось. Поехали. Вот создался у нас проект, причем заметьте, что у нас структура проекта уже создана, вот уже готово. И у нас есть файл, который называется main.java. Пардончик, оно тут немножко свернулось все. Смотрите, у нас есть main, то есть у нас структура нашего приложения. Все папки созданы средой разработки, то есть они автоматически созданы, чтобы удобнее было с этим всем работать. Вот. У нас есть что? Значит, название, соответственно, нашего продукта, Programming Java, нашего названия проекта. Потом идем с src main Java. В общем, это стандартная как бы структура директорий. Здесь у нас есть файлик, который называется main. Вот. Main — это основной файл, то есть основной класс. Класс — это как бы, да, вот определенная такая субстанция, в которую наша программа упаковывается. Давайте назовем пока так это все. Вот. Класс называется main. Итак, мы уже начинаем работать немножко с Java. Что такое классы, мы дальше чуть-чуть обсудим. Смотрите, public class main, название класса main, потом у нас скобочка открывается, скобочка закрывается. Видите, среда разработки подчеркивает нам автоматом, где начало, где конец. Дальше, внутри класса встроены функции. Внутри класса мы вкладываем функции. То есть мы пишем функцию за функцию и как бы их запускаем. Что такое функция в программировании, если простым языком? Если простым языком, это просто блок кода, который запускается и выполняет определенные задачи. Программа состоит из нескольких функций, которые мы определенным образом складываем. То есть как вот и конструктор собираем. Обязательно функция в программе Java должна быть функция main. Смотрите, public static void main. Public static пока мы еще не обсуждаем, что для чего это. Void main, смотрите, void, слово ключевое в языках программирования, означает, что функция ничего не возвращает. Вот, то есть результатом является не то, что ничего, никакие типы не возвращает, ничего такого не делает. Вот, поэтому void main. Main непосредственно название функции. То есть main — это точка входа в программу, отсюда происходит запуск программы. В скобочках пишутся аргументы, которые функция принимает на входе, то есть входные аргументы. Да? Здесь написано string args, то здесь, по сути, принимает все, означает, что оно все принимает подряд. Вот. Пока что мы это не рассматриваем. Давайте пока допустим. В общем-то, просто понимаете, что внутри в скобочках, что пишется, значит то, что она принимает на вход программа. Вот. Скобочки, кавычки открываются, вернее, фигурные скобки открываются, и дальше у нас идут команды непосредственно. То есть вот сигнатура функции здесь у нас была, и здесь непосредственно у нас есть сами команды, которые исполняются. Самая простая программа, из чего непосредственно начинается программирование, это, конечно же, hello world, то есть привет мир. И здесь у нас эта команда есть system.out.println hello world. Если мы нажмем на кнопочку запуска сейчас, вот эту вот, которая похожа на кнопку play, у нас будет написано hello world. Следовательно, мы можем изменить ее на что угодно, написать testing the app, допустим, да, тестируем приложение. Причем можно запускать здесь, чтобы всю программу запустить, да, а можно определенные кусочки функций класса запускать вот отсюда, да, если кнопка есть доступна, play, можно нажать здесь вот. По сути, у нас делает то же самое, но просто запустит как бы этот блок кода, допустим, эту только функцию. Удобно очень при отладке тестов, впоследствии как раз удобно будет. Смотрите, что мы можем сделать? Давайте начнем с изучения типов. У меня уже подсказчик автоматом начинает писать тесты, вернее, написать функции, потому что у меня стоит специальные плагины, то есть расширения, которые помогают писать код. Ну, как бы на начальных этапах это даже мешает немножко, потому что отвлекает. Использовать чат GPT и прочие сейчас новые технологии, это все, в общем, много уже пишется из кода автоматом. Кстати говоря, интересно будет впоследствии посмотреть, как программирование видоизменяется. Но это было лирическое отступление, поэтому давайте будем писать определенные, изучать, как, в принципе, написать простейшую программу на языке Java. Вот. Начнем с типов данных. Самый примитивный тип — это integer, целые числа. Int a равно 5, допустим. Вот. Не забываем после
того, как написали команду, точку запятой писать, потому что точка запятой означает, что это конец команды. Да? Вот, int a равно 5. То есть мы переменной a производим значение 5. Что такое переменная? Переменная — это область на компьютере, да, данных, куда мы можем определенное значение складывать. То есть мы можем присваивать определенному a значение 5 присвоить. Это целое число a равно 5. Вот мы выделили область данных в компьютере, и вот оно приравнено к 5. Потом можем писать int b равно, допустим, 6. Точка запятой. Смотрите, то есть у нас a это 5, а b это 6. Прекрасно. Что с этим всем можно теперь делать? Видите, у нас написано no usages, что по-английски означает, что оно не используется. То есть мы написали пока, но не используем. А следовательно, мы можем использовать это все дело здесь. Как мы это будем использовать? Ну, конечно же, можем стереть testing the app, допустим, написать system out println a плюс b, допустим, да? Вот. Ругается непосредственно, потому что нужно сделать его статическим. Статик нужно сделать. Прошу прощения. Почему статик? Статик означает, что это число статичное и не меняется. Вот. Поэтому мы добавляем статик. И среда разработки, если что, подчеркивает, если какие-то проблемы есть, видите. И зачастую предлагает решение, что хорошо. В принципе, удобно. Кстати, на интервью с этим сложнее. На интервью как бы подсказок не будет, тут подсказки есть. Вот. Int a плюс b. Смотрите, получается, что у нас статичная переменная, которая не меняется. Они могут же в процессе исполнения меняться, а это у нас не меняется. Запускаем. Получается 11, да? Следовательно, если мы a делить на b, допустим, напишем, то у нас будет деление. Вот, 0. Тут уже приколы такие получаются. a минус b. Запускаем. Минус 1. Ну вот, видите, что получается. То есть числовые операции вот так вот происходят. Можно добавлять сколько хотите переменных, с ними какие угодно операции делать. Допустим, там добавлять тут 500, здесь, допустим, 650. Ну, пускай будет здесь 400, ладно. Получается у нас соточка. Вот. В общем, любые такие операции можно производить. Говоря про строки, важно еще значение для переменных. Это еще также строки, да, можем делать. Строки у нас обозначаются так. String, допустим, name равно Дмитрий, допустим. Вот, точка с запятой. То есть мы присвоили значение вот этого переменной name, она означает Дмитрий. То есть и тип у него string. Вот, следовательно, просто здесь можем написать также name. Естественно, он тоже скажет, что должно быть статическое, поэтому пишем статик. Вот, и теперь у нас печатает имя Дмитрий. Вот, можно строки также складывать. Допустим, пишем статик string surname, допустим, y. Да? Вот, и пишем здесь name плюс surname. Вот, получается, что у нас? А получается вот Дмитрий Y. Видите, в чем проблема? Что вот здесь у нас как бы нет пробела. Как его пробел добавить? Да очень просто. Можно писать просто пустую кавычку здесь вот с пробелом и плюсовать здесь. Все. И после этого у нас получается, что пишет как правильно. Дмитрий плюс Y. То есть надо вот в программировании просто знать такие определенные вещи. Далее, как писать функции? На самом-то деле весьма просто. Давайте напишем функцию какой-нибудь, ну, которая будет, скажем, void add numbers, да, пускай опять же на сложение чисел numbers, вот. Закрываем функцию, вот, начинает тут подсказывать. Вот, нам подсказки не нужны. Смотрите, функцию можем писать блок кода, который мы дальше будем использовать в нашей программе. Что можем сделать здесь, например? Ну вот мы можем, к примеру, все эти самые операции сделать с помощью функции. А эту функцию потом дальше в коде где-то использовать. То есть вот у нас она есть, мы в другом месте в коде ее используем. Ну, к примеру, add numbers. Ну, говорим, к примеру, мы вот что. Ну, пускай на вход мы берем значение, пускай int a и int b, да, к примеру, даем значение на вход. Ну, пускай, кстати говоря, это все сотрем, чтобы у нас, ну, как бы не было путаницы здесь. Так, это тоже стираем. Вот, add numbers, a плюс b. Следовательно, здесь тогда тип еще не void сделаем, да, потому что мы берем на вход переменные a плюс b. Вот, следовательно, нам что-то еще нужно вернуть, к примеру. Мы хотим что-то вернуть. Допустим, сумму возвращаем обратно. То есть вот мы берем на входе две переменные, а потом возвращаем какую-то сумму определенную с них. Поэтому пишем здесь int. Значит, мы возвращаем int. Вот. И здесь, видите, сразу возмущается среда разработки, потому что мы пропустили return. То есть не забыли указать, что именно мы возвращаем. И пишем здесь return
А плюс Б. Вот у нас всегда разработчик подсказывает, точнее этот плагин, который подсказывает код на чат GPT. Вот. И теперь add numbers. Смотрите, что получилось. Вот теперь у нас вот что вышло. Тут у нас ругается, потому что этот код уже не функционирует. Давайте еще также порядок функций указывать правильно, потому что мы должны это указать до функции main, чтобы впоследствии могли ее использовать. Вот, она должна быть здесь до этого, потом можем впоследствии функцию main ее использовать. Вот, теперь что? Можем писать теперь функцию add numbers, допустим, 5 и 6. Она у нас ругается, потому что, опять же, нужно сделать это статическую, статики. Ну, хорошо. Пускай, чтобы не ругалось, напишем статическую. Не забывайте, видите, что есть, не меняется значение, поэтому статик нужно использовать. Вот, теперь что? Можем запускать. Смотреть, что получается. А у нас ничего не получилось. Знаете, почему ничего не получилось? А потому что мы здесь лишь указали эту функцию, она выполнена, сделала там, вот и все, и результат мы не видим. А это произошло потому, что нам нужно вынести это все с помощью команды вывода текста. Вот. И это мы сделаем вот как system.out println add numbers 5, 6. Вот он среда разработки нам подсказал, что сделать нужно. Вот, a плюс 5, 6. Вот, теперь, когда мы одну функцию включили в другую, то есть system.out println тоже же функция, по сути, да, которая выводит текст. Вот теперь у нас после запуска будет правильный результат 11. Вот что у нас получается. То есть таким образом мы все это дело разложили на разные функции. Можем разные функции добавлять, убирать их, использовать дальше в коде, не использовать. То есть это уже ваше, как вы хотите, можете сделать. Как мы еще можем изменить эту функцию? Мы можем решить, что мы, допустим, к примеру, здесь, к примеру, будем void, типа у нас будет, да, к примеру, void. Значит, что у нас ничего не возвращается. Хорошо, здорово. Тогда мы это поменяли, если закомментируем это все, поставим так. Давайте сделаем так. Пускай эта функция, она прямо и печатает все непосредственно. Вот, system out, пускай вот это будет system out println, a плюс b. Вот она и будет нам сразу печатать. Зачем нам уже было здесь ее вызывать, мы можем ее написать непосредственно тут. И уже тогда void, потому что мы не возвращаем эти данные, мы уже сразу даем результат. То есть мы данные, кстати, не возвращаем, просто даем результат. Вот. И теперь мы используем ее. Add numbers 5, 6. И вот теперь уже она будет работать именно так, как мы хотим. Ребята, смотрите. Вот то же самое 11 получается. Более того, естественно, так как эта функция, можем ее использовать сколько угодно раз. Допустим, здесь напишем 10, здесь напишем 55. Потом что можно написать? Еще можно написать сколько угодно раз. Допустим, 110, 554. Запускаем. И вот у нас все результаты здесь выполнения происходят. То есть удобно. Мы создали в одном месте функцию, которая выполняет определенное действие, а потом мы ее переиспользуем сколько угодно раз. Это впоследствии нам поможет при написании тестов. Почему? Да потому что можно будет написать какой-то определенный тест один раз, и потом в коде у нас несколько раз его использовать. Вот. То есть таким образом мы можем, ребят, разложить все это по функциям в удобном виде для нас и использовать дальше и дальше. Коллеги, привет! Сегодня будем говорить про объектно-ориентированное программирование, но перед тем, как мы перейдем непосредственно туда, нам еще нужно поговорить немножко о функциях контроля. То есть это очень важный аспект в программировании, еще не в объектно-ориентированном программировании, а в принципе в программировании, который позволяет нам осуществлять, соответственно, контроль над выполнением определенных задач, определенных функций. Как же мы их используем? Давайте сотрем код, который у нас здесь был, чтобы у нас ничего не мешалось в голове. Возьмем, вернемся к нашим прежним значениям. Давайте сделаем снова статик. Да, статик a равно, допустим, 100. Int, естественно, написать нужно, тип переменной. Статик b, int b равно 200. Вот там среда подсказала. Давайте вот что сделаем. Естественно, автоматическая система написания кода мне предложила какие-то совершенно бессмысленные строки. Вот, но теперь давайте вот что сделаем. Функция контроля, как она пишется? Она пишется с помощью так называемого оператора if. Пишем if, потом скобочки открываются. If a равно b, допустим, то определенный кусочек кода выполняется. Допустим, system out println, нет, system out println, ln, пишем, допустим, a равно b. Написано a equals b. Вот. Тип переменной, соответственно, да. Нам нужно написать две штучки здесь. Потому что уравнение у нас оператор не одно равно, да, а два должно быть, что проверяем, что то равно чему-то. Потому что если вы просто равно, то тип переменной должен быть boolean, bool.
Кстати говоря, boolean — это еще один из типов переменных, в котором имеет только два значения, либо true, либо false. То есть смотрите, допустим, игрок в игре, он может быть либо жив, либо мертв, да, вот только два значения. Соответственно, к примеру, в программировании можно это как-то обернуть, допустим, static boolean equals true, только название, соответственно, допустим, player equals true. Все. То есть, видите, то есть с тех пор у нас значение игрока true, допустим. Вот. Но так как это статично, то он всегда будет true, всегда будет жив, да? А если же у нас как бы будет здесь не статик, а просто обычный тип, да, можно будет просто сказать boolean player, допустим, и не передавать ему никакое значение, просто вот boolean player. Вот, и все. И впоследствии выполнения программы менять это значение там либо true, либо false, в зависимости от раунда, там каких-то еще параметров. Ну, это так, пример отступления лирическое, что еще бывает типы переменных. Вот, еще довольно много разных типов, но вот я просто привел самые основные такие, да. Вот, следовательно, что у нас? If a равно b, system out println a equals b. Else, то есть если нет, то пишем здесь system out println l does not equal b. Вот. И запускаем нашу программу. Что у нас получается? У нас получается a does not equal b. То есть вот оно прошло по ходу программы и поняло, что вот a не равняется b. Хорошо, а что если мы возьмем, уравним здесь все это, допустим, 100 и 100 поставим и запустим программу нашу. A equals b. То есть, видите, получается так, что мы контролируем нашу программу, и таким образом мы сделали определенное модификации таким образом, да, что если a равняется b, то пишем вот эту вот строчку. Если не равняется, то вот эту строчку. То есть вот программа наша вот так вот в зависимости от параметров выдает определенные разные значения. Вот и все. То есть в этом смысл вот этих вот операторов управления. Вот. Вот, мы изучили это все, теперь давайте непосредственно переходить к объектно-ориентированному программированию. Давайте-ка вот что сделаем, постираем это все дело, даже немножко отступим, не в нашей программе конкретно, а вообще в мире, да, что такое в мире вообще, как все существует. В мире все существует с помощью объектов, тут есть определенный объект, у него есть свойства, у него определенные действия есть, вот так, у каждого объекта. У нас в случае с объектно-ориентированным программированием давайте на конкретных примерах разберем. Вот у нас есть, допустим, пример с животными. То есть у нас есть какие-то животные. Animal, допустим, да? Животное. Какие у нас, ну, это общим и целым. То есть животные, какие-то животные. Все животные могут что делать? Они могут издавать звуки, допустим, make sound. Потом они могут что? Feed, breed, размножаться, да? Потом могут feed, допустим, скорее eat, потом ну, разное, что они могут, допустим, еще делать, drink и прочее, да? То есть они вот какие-то общие у них свойства есть у всех животных. Но ведь животные — это такой класс, в общем-то, абстрактный такой, да, в том плане, что животные могут быть совершенно разные, вот, совершенно разные. Вот какие животные могут быть. У нас животные, к примеру, могут быть собаки, dog или cat. Вот. И, следовательно, у нас и те, и другие относятся к animal, и при этом у них свои свойства, да, то есть они по-разному едят, они по-разному размножаются, у них разные, в общем-то, свойства, да, у каждого из этих типов животных. Вот. И это же переносится на программирование, то есть можно взять в определенном классе, описать какие-то определенные свойства, потом взять свойства из другого класса и добавить что-то вот в наш. То есть мы можем вот так вот добавлять какие-то опции в наш существующий класс и как бы ну, делать его, так сказать, более расширяемым. Вот так. Давайте сейчас у нас как раз таки это и сделаем. Итак, у нас есть сейчас класс main, вот он тоже класс, но в нем его трогать пока не будем. Давайте начнем с класса animal. Что можем здесь сделать? Создаем класс new, правой кнопкой нажимаем на каталог здесь, new, класс animal. Вот, класс животное. Создаем его. Поехали дальше. Создался класс животное. Public класс animal. Хорошо. Что животные у нас могут делать? Ну, давайте общие какие-то фразочки сделаем. Общие такие функции, которые могут исполнять животные. Допустим, public void, пускай eat. Eat food. Вот. Следовательно, здесь. Вот, system out println eating food. Просто у нас показывается, что вот животное кушает какую-то пищу определенную. Да. Допустим, дальше. Что у нас еще может быть? Что мы там разбирали? Что он может? Breathe. То есть дышать, допустим, да? Public void breathe.
Следовательно, что? Следовательно, у нас system out println breathing, дышит, то есть животное. Потом system out println, public void, так правильно писать. System public void, что у нас животное еще может? Может кушать, может дышать, может издавать звуки. Make sound. Вот. Здесь, следовательно, пишем system out println making sound. Making sound. Вот. То есть у нас класс животное, у него определенно есть функции, которые исполняются. Следовательно, мы можем их уже сейчас использовать. Давайте попробуем. То есть представьте, что такое класс. Класс — это шаблон поведения в объекте, скажем так. Да? То есть мы можем этот класс либо использовать в нашей программе, можем либо оставить его, чтобы он тут жил сам по себе и ничего не делал. То есть вот можно так сделать. Но мы решим его использовать в нашей программе. Видите, у нас наша среда разработки сразу показывает, что мы пока еще ничего здесь не используем. Мы не используем ни класс animal, ни eat food, ни breathe, ни make sound. Ничего из этого мы не используем. Поэтому, следовательно, сначала нам нужно все это дело инициализировать. Как это делать, инициализировать? Очень просто. Заходим в нашу функцию main. Опять же, помните, что точка входа программы — это функция main. Здесь начинается все. Поэтому мы пишем, здесь у нас пишем animal, название класса, который мы делаем, потом название объекта, который мы создаем. То есть мы создаем копию объекта. То есть вот мы берем шаблон, из него делаем определенную копию, называем ее, этот объект, который сейчас, с которым мы работаем. Да? То есть вот animal, то есть определенную, как по-английски называется instance, но определенную как бы сущность создаем, да, вот для конкретного объекта. Вот, называется так: animal равно new animal. Вот смотрите, что произошло. То есть у нас был шаблон animal, мы из этого шаблона сделали определенный объект, и теперь с этим объектом мы работаем. Вот, что мы можем сделать теперь? Мы пишем здесь animal.eat food. Видите что? Теперь у нас программа наша из двух строчек буквально. Мы ее запускаем. Eating food. Смотрите, что получилось. То есть мы взяли, создали копию объекта animal и, собственно говоря, запустили его. Все пошло. То есть вроде бы здорово, вроде все хорошо. То есть, как бы, в чем прикол? В том, что мы можем заходить, скажем, в animal и взять, менять здесь что угодно. Мы eating food now, допустим, да, добавили. И здесь в программе ничего не меняется. То есть мы меняем в одном месте, а в этом месте все остается так же, вернее, меняем в animal, а здесь все остается так же, как было. Вот. Здесь что получается? Для чего это все нужно в программировании? В программировании это все нужно для того, чтобы один разработчик написал определенный класс, в нем все сделал, и потом другой переходил и его использовал. Все. Вот для этого все это нужно. Теперь, что можем с этим всем делать? Здорово. То есть мы создали определенный animal, не food. Можем даже писать animal.breathe, animal.makeSound, и все запускаем. И после этого, видите, у нас что происходит? Eating food now, breathing, making sound. Здорово. Мы поговорили только что про то, что у нас есть определенный класс animal, да? Но мы хотим сделать вот что. Мы хотим унаследовать от этого класса animal и создать новый класс какой-то, который будет все то, что есть в этом animal, и добавить что-то свое еще. Ну хорошо, давайте это сделаем. Создаем новый класс. Называться он будет у нас Java класс cat, то есть кошка. Создаем класс. Кстати говоря, это окно спрашивает, добавляем ли все это дело в репозиторий. Репозиторий — это нужен нам для хранения кода впоследствии. Пока что мы еще не разбираем эту тему, но, в принципе, весьма интересная тема, поэтому, конечно же, мы ее впоследствии разберем. Вот. Я нажимаю Add. Вы можете что угодно нажимать, в этом случае тут не важно вообще, в принципе, для наших конкретных случаев сейчас. Смотрите, задался класс cat. Что мы должны первым делом обозначить? Мы должны обозначить, что все, что в классе cat, оно наследуется от класса animal. То есть вот что мы должны сделать. Для этого есть специальная фраза ключевая, называется extends. Так вот, public class cat extends animal. То есть вот как правильно должно звучать. Что получилось? Значит, мы расширяем класс animal. Что мы делаем здесь? Мы пишем здесь, собственно говоря, функции. Но давайте для начала вот что проверим. Если мы зайдем в класс main, возьмем, постираем все это дело, скажем, закомментируем. Что же можем делать? Можем уже сейчас создавать экземпляр класса cat. Смотрите, пишем cat равно new cat, точка с запятой. И пишем cat.breathe. Смотрите, как здорово. cat.makeSound, cat.eatFood. Что же получается? Получается ровно то, что мы уже сейчас таким образом добились то, что у нас происходит наследование. То есть класс cat наследует все, что было в классе animal. И это в программировании называется как?
Правильно, наследование. То есть таким образом мы все, что было, наследовали и добавляем что-то свое. Так давайте добавим свое. Мы решили добавить функцию public void, допустим, make meow. Вот, meow делает у нас код. Public void. Потом что? Кошка специальный scratch, допустим, make scratch. Царапается, да? Scratching. Потом что у нас кошка может делать? Ну, давайте все пока оставим так. Scratching и meow. И теперь смотрим, заходим в main. И, конечно же, пишем cat.makeMeow, cat.makeScratch. Make scratch. Все, смотрите, то есть получается так, что у нас вот так оно работает. Теперь, если мы же вернемся и раскомментируем наши строчки про animal, получается, что animal, new animal и все прочее, да? А вот animal, если мы наберем точка, make meow у него нет, просто потому что это родительская функция, в этой функции это все не указано. Вот все, что получается. То есть таким образом мы взяли, раздробили уже сейчас нашу программу, что вот у нас есть в определенных классах определенный функционал. Как это все называется, когда все у нас вот это дело скрыто, то есть реализация скрыта вот в одном определенном классе. Вот реализация здесь, причем можем сделать функции, которые будут недоступны извне. Допустим, можем сделать, что вот makeMeow вместо public, слово видите public, вместо публичного, мы можем сделать его private, между прочим. Напишем private. И таким образом, видите, сразу возникла проблема, что он у нас не хочет. И автоматом makeMeow перестала работать. Кстати говоря, он автоматом предлагает, что он сделать makeMeow package private, more options, может сделать его public. Видите, автоматически на разработке предлагает нам варианты исправить. Можно сделать его публичным. Вот. Вот это ошибка. Это у нас называется инкапсуляция, когда реализация какого-то функционала спрятана в самом классе, вот, и извне этому уже невозможно достучаться. Это у нас инкапсуляция. Вот. Полиморфизм непосредственно, еще один из важных аспектов программирования, это когда объект может принимать, так сказать, разные свойства. То есть у нас может быть в рамках этого класса мы можем сделать, что вот, к примеру, мы решим сделать точно такой же класс, как у нас был, допустим, в cat мы сделаем такой же класс, как у нас был в animal. Сначала это вернем в public. Вот, у нас, что у нас было здесь? Animal. Давайте сделаем eat food, к примеру, добавим его в cat. То есть такой же точно класс. Eat food. Eating food now. Вот, кстати, у нас говорит метод eat food, такой идентичный, как и метод в родительском классе. Уже наругается, но мы делаем eating food, допустим, cat, eating food now. Вот. И теперь что делается? Мы делаем cat.eat food. Запускаем. Cat eating food now. Видите, что? У нас animal, если eat food, да, то, допустим, у нас здесь показывается, где у нас вот, eating food now. Вот. А это cat eating food now. То есть у нас получается полиморфизм. Функция называется одинаково, но при этом она принимает разные свойства. Да? То есть у нас в cat у нас одно, в случае с animal у нас другое. То есть таким образом мы все как бы изменили, что несмотря на то, что название такое же, вот, мы можем таким образом выполнять разные функции. Немножечко, да? Может, немножечко. То есть, таким образом, вот у нас три аспекта программирования. Инкапсуляция, полиморфизм и наследование. Вот, мы все их быстренько рассмотрели. Друзья, всем привет! Продолжаем наш разговор про тестирование, а именно сегодня тема про автоматизацию. Итак, мы уже с вами говорили, что такое автоматизация. Это когда мы берем, автоматизируем какое-то определенное действие. Создание папки, создание файла, создание какое-то наполнение этого файла, да, то есть что-то такое с этим все делаем. Вот, это просто мы щупали простейшие действия, которые можно сделать. Хотя скрипты порой сложнейшие бывают, там миллион действий может быть. Вот, ну неважно. Мы сегодня будем говорить именно про то, какие бывают подвиды тестирования, автоматизации именно, да, и обсудим, что такое фреймворки. Итак, давайте быстренько, потихоньку все рассуждать, вот так вот все раскидывать логически. Что такое фреймворк? Вот мы с вами писали программу, в которой был, значит, класс cat, класс animal, и мы с ними работали, да? То есть мы написали ручками это все, и таким образом мы смогли дальше это использовать в программе. Мы создаем определенный объект, мы с ним работаем. То есть вот у нас есть класс, который является шаблоном поведения, скажем так, да? Мы создаем определенный инстанс объекта, то бишь, вот и с ним мы работаем. Таким образом мы используем весь наш объект-ориентированный опыт в нашей программе. То есть мы создаем классы, с ними работаем. Все просто. Но
Для того, чтобы чужой кусочек кода вставить в свою программу, можно, конечно же, самый простой, самый, вернее, сложный путь. Это взять это все, скопировать, вставить, взять все эти классы, засунуть сюда в программу, кучу файлов скопировать, переделать, в общем, куча мороки. Вот. Либо мы можем взять и использовать готовый фреймворк, готовую библиотеку. То есть это за нас уже взяли все эти файлики, упаковали в один такой пакетик, завернули, сказали, вот он вам, берете только, напишите, что вы хотите его использовать, и после этого можем его спокойно использовать. То есть вот таким образом оно работает. То есть фреймворк это не что иное, как библиотека, написанная другими людьми для использования вами, скажем, в вашей программе. То есть вы будете делать просто вызов определенных функций после этого, и все. Вот так оно работает. Вызываются определенные функции в этой библиотеке, и мы с ними работаем. Это подходит и к автоматизации тестирования, то есть берем что-то автоматизируем, допустим, открытие браузера, определенные действия в нем производим, или юнит-тестирование, то есть модульного тестирования, которое мы сегодня будем разбирать, когда мы берем, тестируем определенные модули. Ну, модульное тестирование это что, грубо говоря? Вот программист написал программу сложения, вычитания чисел, да, вот он хорошо все написано, никакого интерфейса нет, то есть никакого UI нету. Все, что он хочет протестировать, что вот в этих двух блоках все успешно проходит, все работает. Для этого он пишет юнит-тесты, то есть обычно это пишет разработчик, но иногда это пишет, конечно, и тестировщик. То есть никто вам не запрещает. Сейчас тестировщик это все вместе, грань смывается, тестировщик это дизайнер, программист, и все, в общем-то, все вместе. Поэтому, следовательно, что мы делаем из этого всего? Мы сейчас будем писать юнит-тесты. Перед тем, как писать юнит-тесты, давайте напишем какую-то простейшую программку. Давайте назовем ее калькулятор. Помните, мы в прошлом уроке писали, значит, программу, которая считала функцию, ну, там, сложения чисел, вычитания чисел. Ну, давайте ее просто сделаем, повторим в несколько измененном виде. Вот, и давайте ее напишем. Пишем программу, функцию, допустим, public int add, допустим, int a и b. Просто return a и b складывается. И, допустим, subtract. Public int subtract a и b. Вот, return a минус b. Вот, то есть все просто, да, на входе функции a и b, результат a плюс b, потом subtract на входе, опять же, a и b, и возвращается a минус b. То есть вот не забывайте, что у нас функция тип переменная int указан, и не void, то есть и у нас реально это возвращается, потом на входе у нас a и b. Все вроде бы просто. Программа готова, в общем-то. Как ее нам теперь тестировать? А для этого нам нужен фреймворк для тестирования, а именно JUnit мы будем использовать. Смотрите, переходим, значит, на вот такой вот сайт mavenrepository.com, и здесь можно в поиске ввести все, что нас интересует, определенный фреймворк, и он нам даст, как сказать, путь, который дальше можно использовать, вставлять в наш проект, и после этого работать с этой библиотекой. То есть все, весь функционал автоматически так попадает в нашу программу. Вот у нас уже готово, мы зашли сюда, у нас здесь указан Gradle, как система сборки проекта Gradle. Вот, видите, мы копируем это все. И что, собственно говоря, у нас в проекте? Естественно, в проекте у нас должен быть подключен этот Gradle. Помните, при создании проекта, когда мы создавали новый проект, IDEA, у нас спрашивали, какую систему сборки вы хотите использовать. Там был Gradle и Maven на выбор. По умолчанию у меня стоит Gradle. Вот. Может быть, конечно, умолчание меняться. В вашем проекте может Maven. В любом случае, если в вашем проекте есть build.gradle файл, значит у вас именно Gradle. Так что можете не париться, вот он здесь у вас есть уже. Если же у вас его нет, советую нужно создать новый проект и просто указать там Gradle в качестве утилиты для сборки. Или же, если вам это не подходит, если у вас Maven, допустим, вам так, в принципе, так сильно нравится он, можете взять, да, и использовать здесь вот Maven. Вот Maven. Я советую Gradle, так как он более, так сказать, гибкий, более интересный и, в общем-то, гораздо короче. Видите, можно в таком виде это все делать. Итак, нам нужно это все добавить дело в Gradle. Вот у нас build.gradle. Смотрите, что у нас уже написано. Test implementation, JUnit, BOM, JUnit. В общем, есть какие-то уже имплементации добавлены. Давайте все равно добавим нашу имплементацию Jupyter. Вот, JUnit Jupyter. Этот комментарий можно его убрать, в принципе, нам не нужен. Все, теперь что? Он, думаете, добавился автоматически? Нет, не совсем. Нам нужно это все дело синхронизировать, чтобы он все это подкачал к нам на компьютер. То есть с интернета скачал. То есть это по сути как ссылка для скачивания этого всей этой библиотеки на компьютер, в наш проект. Мы нажимаем. Сейчас смотрите, External Libraries, как только мы синхронизировали, в External Libraries, здесь вот, внешней библиотеки, добавятся все прокачанные штуки. Видите, вот, что скачалось. Видите, кстати говоря, вот, пожалуйста, JUnit Jupyter, потом какие-то библиотеки, которые само по себе прокачивают по созданию проекта. Вот, Zulu 19, это все, что связано с Java непосредственно. Ну, у вас, может быть, другая библиотека есть, Java, допустим. Вот, JUnit Jupyter, вот тоже здесь должен, вот он, Jupyter. Все, Engine, вот 5.10.2, вот, кстати, версия
обратите внимание, что версия вот есть здесь написана. Можете поменять, как только новая версия выйдет, можно будет это удалить и поставить новую версию. Ну, просто здесь вот поменять циферку. Вот, все готово. Все, в принципе, готово для написания наших тестов, юнит-тестов непосредственно. Теперь давайте писать юнит-тесты. Как мы будем писать это? Ну, писать тесты нужно в папке tests. Логично? Логично. Вот у нас папка main, мы ее свернем, но пока не нужна. Будем писать непосредственно здесь тесты. Давайте напишем в Java, здесь создаем новый класс. Если наш класс создался калькулятор, давайте назовем его калькулятор тест. Калькулятор тест. Вот, погнали. Добавляем его в Git, в репозитории для работы с объектами. Да? То есть в последующем, естественно, это ваше пожелание. Просто если добавляете все это в репозиторий, все эти файлики впоследствии, просто можно будет выгрузить все это в интернет и другим людям показывать. Вот все, что нашкодили. Мы это тоже обсудим потом, что такое Git, как с ним работать. Готово. Поехали теперь. Смотрите, пишем непосредственно тесты. Как пишутся тесты? Ну, тесты пишутся, начиная с того, что у них ставится аннотация тест. Смотрите, такая аннотация, такая собачка и тест. Этим мы говорим, что мы работаем непосредственно с тестами. Вот. Как только я это сделал, у меня автоматом добавился, видите, импортировался Jupyter тест. А если не добавился, надо проверить импорты, вот так навести на него, скорее всего, он подскажет, потому что нужно импортировать этот файл, класс, вот, или вручную набрать org.junit Jupyter API tests. Вот после этого он сюда добавится. Теперь пишем непосредственно наши тесты. Так как пишутся наши тесты? Ну, давайте пишем функцию стандартно void test add, допустим, да? Калькулятор. Нам нужно сначала сюда добавить наш класс калькулятора. Помните, где находится калькулятор? Естественно, калькулятор находится у нас в main. Вот main Java. Перед тем, как его работать с ним, нужно его импортировать. Импорт. Здесь пишем, значит, org. Example, вот наш проект, и калькулятор. Вот он здесь. И автоматом сразу у нас все нормально работает. Итак, мы написали, что вот мы хотим использовать калькулятор здесь. Правильно? Правильно. Так, что он ругается. Здесь у нас еще кавычку, что-то еще сделать нужно, да? И точку запятой забыл поставить здесь. Опять же, ребята, ошибки происходят всегда, просто поправляйте их вовремя. Смотрите, после того, как мы создали объект определенный, калькулятор, вот он здесь, мы непосредственно пишем сам тест. Тест пишется с помощью команды assert. Я вот импортировал уже эту команду assert equals org static junit assert equals. Все, что нужно сделать, написать вот что. Assert equals. И здесь оно подсказывает, допустим, вот что нужно сделать. Мы ожидаем, что, допустим, к примеру, мы хотим, чтобы результат был, допустим, 10. В этом случае нам нужно сложить 5 и 5, да, такие задать данные. Допустим, результат 10, запятая, calculator.add, 10, 20, к примеру, да. Что произойдет в этом случае? Если у нас идет функция сложения, то, естественно, у нас будет результат 30, то есть 30 получится. А здесь у нас мы ожидаем 10. Если мы запустим этот тест, как запустить наш тест? Мы нажимаем не здесь main, не эту кнопочку, мы нажимаем здесь public class calculator test. Вот, это чтобы запустить все тесты, видите, несколько кнопок play, а это чтобы конкретно только этот. Мы нажимаем здесь и пошло-поехало. Запускаем, создает тесты, тест failed. Провалился тест. А провалился он почему? Потому что мы ожидаем другое значение. Если же мы напишем здесь, например, десяточку, 10 и 10, ну, вернее, не 10, 10, а вернее 5 и 5, так мы складываем значение, да, и перезапустим тест. Смотрите, обратите внимание, что у нас, видите, тут загорелось все красным. Запускаем тест, поехали. Опа, тесты прошли. Мы ожидали 10, мы получили 10. Если мы там, соответственно, меняем там на, допустим, 20 и перезапускаем наш тест, у нас он проваливается снова. Все, у нас работает тест на add. Теперь мы напишем тест другой. Помните, что мы забыли еще написать какой тест? Мы забыли тест на вычитание добавить. Тест, потом void, тест abstract. Вот наш автоматически у нас все подсказало, как это все сделать, да? Но в принципе то же самое можно и вручную написать. Калькулятор равно new калькулятор, опять же. И здесь, опять же, делаем assert equals 5 и subtract 10 и 5. Ну, хорошо, давайте что мы попробуем здесь. Можно, допустим, 10 и вычитаем 20 из 10, да? Вычитаем. Запускаем наши тесты. Все, оба теста прекрасно прошли, все хорошо. А что если у нас, допустим, здесь 150, допустим, 140, да? И запускаем его, и один из тестов провалится, запомните, один из тестов. Запускаем наши тесты, смотрим.
А один из тестов провалился, он пишет test failed 1 и pest 1. Таким образом, ребята, мы уже написали юнит-тесты, протестировали, получается, у нас уже все функционирует, можем их спокойно использовать. Вот, то есть, смотрите, вот так, в принципе, юнит-тесты пишутся в самой базе, в основе своей. Есть определенный оператор, называется assert equals, который проверяет, что у нас в реальности и что как бы ожидается. Сравнивает два значения, да, то есть сначала то, что ожидаем, пишем, потом то, что в реальности получается. Можем вообще не использовать эту функцию, можно взять, смотрите, поменять это все дело и не использовать наш код непосредственно в классе калькулятора. Можете взять и стереть, допустим, вот, допустим, это все поубирать, и, допустим, 140, 140, да, допустим, пишем. Вот, есть у нас лишняя скобочка. Вот, 140, 140. Запускаем конкретный тест этот, вот, смотрите. Все, тест прошел, потому что, ну, просто мы сравниваем числа непосредственно здесь. Вот. Просто это как вот весы, да, вот чаша весов. Проверяем, соответствует или не соответствует. Все, вот так вот тесты, юнит-тесты работают. В этом вся их логика заключается. Просто в этом случае мы еще проверили с помощью создания класса, тот же калькулятор, и с ним мы непосредственно работали. Вот так пишутся юнит-тесты. Впоследствии юнит-тесты сочетаются с веб-тестами, то есть UI-тестами, вместе их так вот соединяем, и получаются прям такие мощные инструменты, вернее, получаются мощные тесты, которые мы впоследствии используем в нашей практике, да? Ну, к примеру, какой может быть тест? Допустим, открываем веб-страницу и проверяем, что название сайта правильное. Вот, для этого прекрасно подходит JUnit и его инструмент assert equals, к примеру, да, чтобы проверить что-то там. Или assert not equals еще можно написать. Допустим, что-то не соответствует. Смотрите, assert not equals. Вот. И здесь то же самое, допустим, опять же, видите, автоматом добавил импорт этот, вот то же самое прописано здесь, что не соответствует чему. Вот, то есть есть определенный фреймворк, assert. И смотрите, что этот фреймворк я добавил, я могу использовать весь его функционал, всю его мощь с помощью буквально парочки команд, и все. Это же классно, это же здорово. Вот на этом строятся фреймворки, и на этом строится вот именно юнит-тестирование. Да? То есть у нас есть аннотации, есть определенные тесты. Вот. Аннотация тоже очень важная вещь. Таким образом мы определяем, указываем для нашей среды, для нашего IDE, что это у нас тесты, что мы работаем с тестами, не с чем-то иным. То есть это вот здорово. И таким образом